But we're coming to gangbang. Ку-ку. Сколько лет, сколько зим. Нет, это я не собрался наконец монтировать те разрозненные кусочки моей прошлой жизни в очередной влог. Вместо этого сегодня я решил выпустить небольшой ролик с некоторыми моими мыслями по поводу складывающейся эпидемиологической ситуации. В какой-то веке мой диплом МГУ и принадлежность к войскам биологической защиты мне дадут какое-то преимущество перед пранкерами и рэперами. Итак, у нас пандемия. Все это знают. Чего все не знают, так это сколько придется сидеть в изоляции и когда все вернут назад. При этом часто люди думают, что ну вот в крайнем случае под конец мая нажмется некая зеленая кнопка и все радостно побегут жарить шашлык на техно-рейв кинотеатр и получать свою предыдущую зарплату. На этот счет у меня следующее размышление. Но коронавирус действительно довольно серьезный и по многим параметрам ходит грипп в 10 раз и больше. Это вовсе не значит, что мы все умрем, но это значит, что больше половины из нас, скорее всего, рано или поздно им переболеют. Если до этого не будет привита действующей вакцины. Сразу пробежимся по расхожим спорам о масках и лекарствах. Нет, маски особо не защитят вас от вдыхания микрочастиц, да. Они защитят окружающих от ваших соплей, чихов, кашлей и капель. Но что более важно, даже тряпочные маски, они уменьшат возможность вами облапать свое лицо грязными руками и наоборот, своей грязной заразной культей почесавший нос человек со скрытыми симптомами не будет трогать кнопки лифта, двери подъезда и так далее. В таком контексте любая тряпка на ваш светлый лик имеет смысл, как любые перчатки на ладошке. Насчет фильтрации частиц даже не заморачивайтесь, на 99% это ипохондрия чистой воды. Насчет лекарств. Не жрите ничего без указания врача и в первую очередь не жрите антибиотики вообще никогда без указания врача. Вообще на всю жизнь. На следующее я вам скажу про антибиотики. Они бывают все разных типов, но все они работают только по бактериальным группам и иногда совершенно вредно принимать их во время вирусных инфекций. В результате львиная доля даунов и дур, которые просто хавают эти антибиотики без всяких рецептов или дают их своим детям, сносят себе или им микрофлору кишечника, половой системы, кожи и потом зарабатывают молочницу, а вирус уже еще больше херачит ослабевшие туши этих глупых людей. Даже не буду говорить о всяких чесноках, имбирях, иммуномодуляторах и брелках с полями. Что касается реальных препаратов, которые могут быть в перспективе интересны по борьбе с этим вирусом, чтобы вы понимали уровень, вот сейчас во Франции остров выделили, чтобы выращивать морских кольчатых червей, из которых достают гемоглобин особый, который может хранить кислород очень долго. И вот они этот препарат сейчас тестируют как химический аналог и бустер аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть такие препараты смогут увеличивать запасы кислорода в крови на несколько порядков. А не ебучий чеснок, блядь. Еще 9 апреля я писал, а вообще еще в марте было понятно, что с наступлением потепления наш народ не сможет сидеть на улицах, и по динамике индекса самоизоляции было ясно, что скоро будут ужесточать эти меры. Те, кто помнит влог о стресс-реакции, знает, что долго человек не может не находиться. Это такой краткосрочный режим спасения. И чтобы заставлять людей трястись, сидеть дома, нужно постоянно их жестко пугать. И абстрактные цифры с этим слабо справляются, когда у нас нет у каждого там наглядного примера перед глазами, нет родственника, который лежит в больнице. В итоге власть ожидаемо будет вводить все эти пропуска и так далее. Даже на ту историю мне нашлись люди, которые ответили: да хули, честно введен, он не имеет права сидеть, запрещать там. Ну вот теперь этот человек, он, конечно, забыл, в какой стране живет, и может попробовать объяснить это господам полицейским, которые, как я слышал, очень восприимчивы к аргументам о гражданских правах. Итак, ввели пропуска. Я, кстати, уже получил. Клево, типа, давайте задумаемся, доколе же это терпеть. Смотрите, все эти страдания экономики с закрытием всего и вся нужны только для того, чтобы удержать угол роста кривой заболевших в более-менее горизонтальных каких-то значениях, не дать ей задраться, резко ускориться. И если данные, которые нам сейчас дают власти, объективны, то мы неплохо пока справляемся с этим. Даже оптимистичная модель, в свое время построенная на китайских данных, даже с учетом карантина, намного страшнее картинку показывала. При этом та же Москва, насколько я понимаю, очень хорошо подготовлена в плане там наличия ИВЛ. У нас там порядок похожий на количество в Нью-Йорке, чтобы вы понимали, 20 миллионов. Ну и в целом в России остатки советской медицинской системы, которые не до конца угробили этой оптимизации, или как это называлось, они неплохо смотрятся по сравнению с теми же США, где в 3 раза меньше койко-мест на 1000 населения и так далее. И я слышал оценки эпидемиологов, что в целом Россия готова к
к количеству заболевших до 800 тысяч человек, что очень неплохо. На этом фоне. Сейчас выясняется, что Китай всем напиздел уже в 20 с чем-то раз по поводу своих цифр, и его модель не очень рабочая. Плюс уже сейчас, цитата, «наши стационары и службы скорой помощи работают на пределе». Это мэрия говорит. Это мы даже не в начале, даже не в середине роста. Тут остается только смотреть. И будет очень интересно, что же стоит ожидать дальше. Когда это может закончиться и как. Смотрите, чтобы снять ограничения и вернуться к прошлой жизни, нужно устранить полностью риск возникновения резкой вспышки. Чтобы не заболело опять внезапно, когда все снимут 50 тысяч человек, 2000 из них будут нуждаться в реанимации, 1000 не хватит каких-то аппаратов, и при том, что их обычно можно было бы спасти, их не спасут. Вот это типа мы хотим избежать. Не допустить вспышку можно одним из нескольких способов. Запереть всех дома навсегда или иммунизировать население. Первый вариант мы отметаем. Второй вариант возможен через несколько путей. Большинство должно либо привиться, либо переболеть. Вакцину при этом надо ждать не раньше осени, по самым оптимистичным прогнозам. Что же нам остается? Нам остается переболеть разными способами. Здесь есть два сценария таких полярных. Итальянский и южнокорейский. Первый подразумевает неконтролируемое заболевание всех, большие человеческие экономические потери, зато через 2 месяца боли и ада страна более-менее иммунизирована. И они могут прям вообще не бояться больше ничего после этого пиздеца. Это больно, зато быстро. И второй такой гуманный вариант, он реализован в Сингапуре, в Южной Корее. Некоторые европейские страны тоже по нему идут, и мы вроде как к нему сейчас склоняемся, судя по графику. Это медленное, плавное сведение пика на плато, и потом очень плавное уменьшение, но со сдерживанием практически всех мер. То есть проблема такой модели в том, что по чуть-чуть, если мы будем выпускать новых заболевших, то есть у нас, допустим, придет в стабильной системе 20 тысяч заболевших в месяц. Это для 12-миллионной Москвы минимум 8 миллионов должно переболеть, это будет очень долго. Поэтому такой вариант, скорее всего, упирается как раз в момент создания вакцин. То есть мы будем жить в таком режиме долгие месяцы. Это не значит, что мы будем жить вот ровно в таком, как сейчас, режиме все лето, но ограничения точно не будут сняты все, и будут они очень плавненько сниматься, смотреть, как меняется угол кривой, и дальше смотреть, можно ли там открыть вам, например, барбершопа. Открываем, кривая немножко растет, закрываем обратно. Потом смотрим, можно ли открыть какие-то маленькие кафешки. Открываем, смотрим, кривая не выросла, оставляем. И вот так это примерно, вероятно, будет работать до вакцины. Либо до изобретения какого-то более-менее эффективного способа лечения, которого пока нет. Иначе, если в любой из этих моментов, когда уже все стабильно, побежать за экономикой и открыть все, и все-таки произойдет вспышка, это будет означать, что мы просто обнуляем все наши страдания экономические и моральные предыдущие. То есть, чтобы нам зазря все это не делать, все эти 4 миллиарда мы потратили не просто так, нам придется дальше жить примерно в таком же контексте. В этом, кстати, появляется еще одна интересная тема. В Америке уже в мае ожидают изобретение теста на антитела. Они будут выявлять уже переболевших людей, которые не рискуют заболеть снова. И такие люди получат как бы белый билет в жизнь обратно, они смогут гулять, работать и передвигаться как хотят, они уже не будут опасны для общества и не смогут заразиться. И мне так кажется, что в нашей стране это станет типа новым камнем преткновения, новой такой причиной для появления новых каст. Типа белые люди, элита, которые уже с антителами, и остальные сидят дома, смотрят на них в окно. Так что тоже будем смотреть, наблюдать, очень интересно. А вот такие вот пироги. Так что, ребят, ждать волшебный анду в мае не следует, и, скорее всего, лето это пройдет очень необычно для нас. Не обязательно так, как сейчас, но как-то по-особому. Сейчас хороший момент, чтобы перестроить свои ожидания, чтобы потом не было очень грустно, и быть готовым к новой жизни на протяжении долгих месяцев. Я не хочу говорить про годы. Не продайте деньги в надежде вернуть старые источники доходов, лучше думайте о чем-то новом. Пора учиться новому в новой экономике. И это отличный пинок, которого нам всем всегда не хватает. Я, например, много лет хотел научиться созданию электронной музыки и обучению нейросетей, господи, прости. Так что сегодня мы являемся свидетелями каких-то планетарных событий, которые повлияют на судьбы миллиардов людей. Вы, возможно, видите, как все сразу забыли про микропластик, про всех этих экологических активистов, про глобальное потепление. Веганы перестали визжать на каждом шагу. Феминитивы я больше не слышу нигде. Всех больше не интересует обнуление деда. Всю шелуху сметает мгновенно, когда люди сталкиваются с настоящими проблемами и когда
мир выходит из периода избыточной экономики. Думаю, мы всегда будем помнить это время и те, кто найдет себя из-за него с благодарностью. Ну и не болейте следующие 2-3 недели, может и дольше, может и меньше. Следите за новостями, когда объявят, что пик вроде как спал, можно потихонечку начать. Особенно лучше подойти к этому моменту в хорошей форме, чтобы легко переболеть и получить по-быстренькому справочку с антителами. Такой у меня план. До тех пор лучше оставить врачей старикам и людям с хроническими заболеваниями. Чао.